Всем привет! Да, в телеге я говорил, что ближайшие выводы о силе будут на Рейлин и 2 новых аренных спала. Ну, уже относительно новых. Но Первей все-таки решил выпустить данную рубрику на новую легендарную башню. Камон, ее баннер уже кончается, а вам надо решить, крутить или вступить в мой культ симпующих Асуру и выбить ее минимум 10 уровня. Сумеречные длиннолучники. Башня последней, не мультиплеерной на данный момент игры в серии КР Альянс. Эта легендарка обойдется вам в 60 свитков. Тут уже надо распоряжаться вашими ресурсами рационально. Если вы до конца баннера не уверены, что успеете накопить данное количество круток, то лучше скипнуть, ведь в случае неудачи ваши скроллы тупо сгорят в этой полоске. Совет вам на будущее. Всегда надейтесь только на гарант. Если повезло, то воспринимайте это как бонус. Еще один дубликат, позволяющий прокачать вам уровень новой карты. Если вы уверены, что докопите до конца баннера или у вас есть нужное количество, то прямой вам совет — крутите. Первое, что нужно понимать, это ивентовая карта, которая может не скоро или вовсе не появиться на арене. Допустим, тот же Бересат или ракетные стрелки все еще находятся в этой категории, и возможность фармить их из сундуков у вас нет, если вы их не выбивали в прошлых ивентах Саммон Рифта. Что же вы получаете, выбив новую легендарку? В первую очередь это дальнозоркий лук с большим рейнджем, прямо как у мушкетеров. Обе нацелены на нанесение урона, но у нашей леги его все-таки побольше. Скорость атаки 2 секунды. Тип урона физический. Общий кост 630 монет. Для легендарных башен это норма, но все же очень дорого. Сложно пока найти золотую середину их стоимости, но зачастую у тебя не всегда получается ее реализовать. Раньше уж точно, когда враги были крипнуты и деньги с горем пополам добывались. Ты ставил одного меху или гем, а импакта 0. Сейчас с этим получше, но все же иногда врагов идет очень много. Если твой герой со спылами не готовы самостоятельно отбить 2 первые волны, то лучше поставить что-то подешевле, но дамажащее, будь то Теслы, варвары или маг. Перейдем к нижним пассивкам. Слабость захватчика. Урон, наносимый врагами, уменьшен на 3%. Хоть и незначительная прибавка, но как бонус всегда приятно. Тем более в командах с этой картой часто будут фигурировать казармы, об этом чуть позже в разделе с колодой. Героическая точность. Урон, наносимый вашим героем дальними атаками, увеличен на 5%. Пассивка, опять же намекающая на почкостроение вашей колоды. Вражеский фокус имеет возможность изменять свой таргет либо на ближайшего к выходу противника, либо на врага с наибольшим количеством здоровья. Активная способность, изменяющая свой фокус по нажатию нужной кнопки. С помощью этого умения можно микрить свой таргет, например, направить весь урон в босса, или же защитить свою контрольную точку. Опорное лезвие. Призыв 2 сумеречных последователей, имеющих неплохие характеристики за свою приемлемую стоимость в 195 монет. Юниты все так же 2 по 3435 здоровья и 25% физ армором. Живучесть у них сравнима с варварами за счет дополнительной защиты. Урон меньше, но это и не основной его источник у башни. Имеют 45% шанс. Шанс чего? Гадайте сами, разрабы ведь не могут написать конкретно, но лично мне кажется, что это уворот. Тихая охота. Саботажная способность, стоящая 220 монет. Выпускает стрелу, окутанную темной магией, в одного из юнитов вашего соперника, сбивающего с толку, лишая возможности использовать скиллы на 9 секунд. Озвучу тейк Денчика, моего превью-мейкера. Кстати, и в этот раз ему большое спасибо за помощь. Звучит заманчиво. Наложить сайленс на противника. Да кто откажется, но все же стоит подумать головой. На анимацию данного скилла тратится около 2 секунд, что в конечном итоге снижает ДПС башни, нацеленные наносить урон. Достаточно спорная способность, которая может пригодиться в том случае, если вы хотите додушить своего противника в его проигрышной ситуации. Остальные фишки вы можете найти в шортсе на канале якобы нарезки, ссылочка в описании или закрепленном комментарии. Ну и самая важная пассивка, по которой эта башня узнаваема — стаканье урона. За каждое убийство именно этой конкретной башни она повышает свой урон за стак на 40%. Складывается до 3 раз с продолжительностью бафа в 12 секунд. Колоды. Выход новой легендарки хорошо так повлиял на нынешнюю мету, а также укрепил старые позиции. Начнем с героев. За счет своей нижней пассивки с ним хорошо встают многие дальники, в том числе и драконы. Но все же тут снова выделяется надоевший многим Магнус. Пылы остаются примерно в той же ротации. Тяжелая магия, молнии или метеоры, в зависимости от того, что у вас лучше прокачано. Старый добрый полиморф на все случаи жизни. А далее уже пляска между различными видами контроля. Лед, стан, возможно шипы на ранних аренах.
Я все же предпочитаю второе. Также затесаться может инстакилл, если в вашей пачке нет башни с данной способностью. Темный рыцарь, если ваш герой дракон, например. Башни. Помимо самих длиннолучников в игру вступает ледяной друид для замедления врагов. На роль дополнительного урона можно поставить ракетчиков Теслу Аркана. Ну и верный саппорт нашей новой башни — колдун грез. Он имеет важную способность – понижение брони врага. Он снимает около половины физического армора, что позволяет сумеречному лучнику наносить больше урона, раз его тип атаки тоже физический. Пока писал о колдуне, вспомнил еще о одном важном спеле – полное снижение брони в эту же категорию. Из башен могу предложить еще меху для богатых или для танкования паладинов. Спасибо моим бустерам за поддержку и мотивацию снимать ролики дальше. Советую и вам присоединиться в их тусу, ведь за небольшую плату вы получите немало часов контента. Альянс, который опережает YouTube на 20+ серий, прохождение ХК и прочих плюшек в виде заказной реакции на реакционный канал. Крутые стикеры, мемчики и тирлисты от Денчика вы можете встретить у меня в новом ТГК Царство Вези. Еще раз спасибо ему за помощь в данном видео. Не забывайте про сервер Discord и прочие ресурсы. Заходи сюда почаще, мы ждем вас. И до скорого.